Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить передачу новых подписчиков из Bizon 365 в сервис Gmail. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать подписчиков из Bizon 365 в другие системы. Например, в Gmail получать уведомления на почту о том, что появился новый подписчик. Удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bizon 365. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать новых подписчиков вебинара, выбираем соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bizon 365 к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Bizon 365. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать страницу регистрации, по которой вы хотите получать новых подписчиков. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших подписчиков. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Bizon 365 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Gmail. Далее необходимо указать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Обратите внимание, именно этот логин будет использоваться в качестве отправителя писем. На этом этапе вы видите поля, которые необходимы для отправки письма. В поле «Кому email» вам необходимо назначить переменную из Bizon 365, в которой содержится почта, при условии того, что вы будете производить рассылку подписчикам вашей страницы регистрации. В этом случае тело письма вы составляете с таким расчетом, что каждому новому подписчику будет приходить этот текст. Если же вы хотите получать уведомления о новых подписчиках на свою почту, то в поле «Кому email» вам необходимо указать свой адрес электронной почты и прописать его вручную. Далее вам необходимо заполнить поля «Тема» и «Тело письма». В тему письма, например, вы можете указать информацию о том, что появился новый подписчик, и добавить переменную с его адресом электронной почты. В тело письма вы можете указать дату, а также продублировать email нового подписчика. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример письма, которое будет отправляться при каждом новом подписчике в Bizon 365. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail». После успешной отправки переходим в Gmail и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!